Всем привет! Приветствую вас на канале Solar Horses Freedom. С вами Марина и мой конь Боня. Сегодня я вам расскажу, как правильно седлать лошадь, что для этого нужно, вот и на какие моменты стоит обратить внимание. Итак, у нас есть седло, вальтрап, подушка и конь. Начинаем мы с вальтрапа. Это такая специальная, скажем так, подстилашка, да, которая будет помогать, во-первых, забирая пот лошади, когда лошадь потеет, да, некоторые это еще называют потник, в простонародье. Также это еще и ткань, чтобы седло не натирало лошади, да, если бы мы клали седло на голую лошадь, седло бы натирало. Поэтому у нас есть вот такой чудесный вальтрап. На что мы обращаем внимание, когда мы кладем вальтрап на коня? Во-первых, это вот этот вот ремешок, он должен быть спереди, потому что сюда будет проходить подпруга. Это такой ремень, который держит седло. И ремень идет вот так вот сюда, по этой линии, плюс-минус 2-3 пальца от подмышки, чтобы не совсем в подмышку, да, заходила подпруга, чуть-чуть сбоку. Но при этом подпруга не должна быть на животе, поэтому мы кладем, да, не вот сюда вот и смотрим, да, линия куда уходит, а вот так вот поближе. Хорошо, когда мы положили вальтрап, мы делаем такой немножко как бы домик, но мы его будем чуть поправлять позже, я еще покажу. У меня седло на коня хорошо подобрано, поэтому я езжу без подушки, но она у меня есть. Я вам покажу, как ее правильно класть, если у вас все-таки есть подушка, да, у коня. Подушка выглядит вот так вот. Смотрим, да, на очертания подушки. Оно идет по форме седла. Мы понимаем, что здесь пойдет крыло, да, и здесь идет сидушка седла. То есть мы будем класть таким образом. Сейчас продемонстрирую. Вот так. Вот. Как видите, здесь тоже есть такой домик. Это очень важно. Чуть позже расскажу для чего. Зачем нам нужна подушка? Подушка нам нужна для того, чтобы дополнить пробелы седла. Да, если седло, например, нам не очень хорошо подходит для лошади. Например, вот здесь вот спереди у нас есть пространство. Подушка помогает заполнить это пространство и более равномерно разгрузить коня, да, нагрузить, вернее, его. Либо у нас может быть так, что здесь седло хорошо подобрано, а тут оно, например, велико. И нам тоже нужно заполнить пространство и сделать так, чтобы седло чуть больше подходило лошади. Конечно, это не уберет всех проблем, однако может вам помочь на какое-то время, пока вы ищете вот идеальное седло для вашей лошади, да, поможет вам сделать так, чтобы спина у лошади не болела. Опять-таки надо понимать, что лошадь может худеть, либо толстеть, да, и то седло, которое вы купили, оно может не подходить вашей лошади спустя там какое-то время, и на это тоже надо обращать внимание. Что еще важно? Важно то, что подушка еще помогает, да, как бы дает нам дополнительную амортизацию, опять-таки, если нам седло где-то недостаточно подходит и помогает разгрузить лошадь. Дальше мы берем седло, сейчас я отдельно подпругу повешу, чтобы она нам не мешала. Опять-таки, смотрим на форму седла, видим, что здесь вот сидушка, значит, она должна быть сзади. Я это говорю не просто так, потому что некоторые люди умудряются таким образом седлать лошадь, и не знаю, о чем они думают. Ну и такое случалось в моей практике. Поэтому, да, сидушка должна быть сзади, вот эта часть, да, передняя лука должна быть спереди. О строении седла мы поговорим в следующем видео. Пока что я вам просто схематически показываю, да, где вперед, где зад. Передняя лука, задняя, если вам это интересно. Когда мы кладем седло на лошадь, обратите внимание, что мы не швыряем седло, а мы подносим вверх и аккуратненько кладем. Поправляем со всех сторон, чтобы аккуратно, нежненько положить и коня не ударить этим седлом. Дальше обращаем внимание, что если у нас есть подушка, мы должны сделать так, чтобы у нас шло все последовательно. Вальтрап, можешь сюда ближе подойти. Вальтрап,
подушка, седло. Не может быть так, что у вас вальтрап сзади, подушка спереди, седло сзади, да, или там седло с вальтрапом на одной линии, подушка вот в таком виде, да, то есть все должно быть последовательно. Плюс обязательно поправляем по форме. Оп, оп. Ищем серединку. Тут можно увидеть, у вальтрапов есть вот такая вот средняя линия, которая как раз должна находиться над хребтом лошади. Берем за вот эту вот часть спереди, держим, придерживаем седло, можно полностью, можно вот так. Приподнимаем вот эту часть, и посмотрите, у нас здесь образовался вот такой вот проход, да, чтобы спина лошади дышала. И это тоже очень такой важный момент, и тогда ничего как бы тоже сверху натирать не будет, будет воздух, и лошади будет проще работать. Чтобы определить правильное место седла, мы можем ориентироваться не только по этой линии, да, а еще и мы должны обращать внимание на плечо лошади. То есть здесь можно увидеть, да, бугорочек, можно его ощупать, и седло должно лежать за плечом, да, чтобы когда лопатка двигалась, она не билась об седло. То есть тут плюс-минус 2 пальца должно быть. Поправляем седло, если оно съезжает, да, делаем домик и ощупываем, кладем седло ровно за лопаткой. Только тогда можно подтягивать подпругу. Дальше мы берем приструги, вот такие вот ремешочки, которые идут от седла. У меня, например, седло выездковое. Вот, видите, что тут прямое крыло, да, если это конкурное, то у седла крыло будет прям вот так вот изгибаться. Если универсальное, то где-то между, да, чуть-чуть будет выступать вперед. Приструги мы берем, у меня они длинные, листковые, засовываем вот в этот вот ремешочек. С одной стороны, переходим на другую сторону. Поправляем, точно так же поправляем седло и вальтрап, потому что с одной стороны мы можем поправить, будет седло хорошо лежать, а с другой стороны седло будет криво-косо лежать, и нам уже будет мешать нашему коню. Когда мы все здесь выровняли, посмотрели, что четко у нас идет последовательность вальтрап, подушка, седло, да, и у нас хорошо седло лежит на подушке, не за подушкой, да, тут вот даже подушка чуть-чуть великовато, видно, что еще очень много пространства есть сзади, но лучше больше, чем меньше. Вот, тогда мы можем переходить к подпруге. Можешь остаться на этой стороне. Подпругу мы пристегиваем с левой стороны, чтобы потом затягивать с правой, да, то есть чтобы лошадь была с правой стороны, быть с левой от лошади, если смотреть таким образом. Это нужно для того, чтобы лошадь не испугалась, да, когда мы будем подтягивать подпругу. Как известно, лошади всегда бегут в правую сторону. Если мы будем стоять тут и подтягивать подпругу, и лошадь к этому не привыкла, она может пойти на нас. Состояние аффекта. И тогда будет не очень хорошо. Дальше. На что обращаем внимание, когда пристегиваем подпругу. Очень легко запомнить, потому что как подруга для седла, которая седло держит. Вот здесь вот можно обратить внимание. Ну, во-первых, есть надпись, это наш первый показатель. Второе, эта часть, видите, она более прямая, чем вот эта. Здесь есть больше такие изогнутые части. Сюда, собственно, и будут идти ноги, да, чтобы нога не билась сильно об подпругу. Здесь сделаны вот эти вот выемки. Если была прямая линия, вот такая, да, то нога билась бы об подпругу, было бы неприятно. Поэтому вот этой частью мы должны вот так вот пристегивать. Дальше. Здесь на подпруге есть такой вот ремешок. Засовываем приструги в ремешок. И дальше, вот очень часто ошибка, люди засовывают приструги сюда, например, да, во второе окошко и застегивают. Но здесь вот, смотрите, у нас есть специальное колесико, которое помогает нам, собственно, подтягивать потом подпругу. Очень-очень удобно, оно ездит туда-сюда. Если мы поставим вот сюда, мы будем силой пытаться туда поднять на верхние дырочки нашу подпружку, будет очень неудобно. Я ставлю, можем даже поставить на третью дырочку, потому что я знаю, что она хорошо дотягивается с другой стороны. Переходим на другую сторону и будем вытягивать
подпругу. Я снова поправляю седло, потому что когда мы засовываем приструги или там что-то делаем, какие-то махинации с подпругой, седло может немножко куда-то смещаться, и мы его постоянно поправляем. Берем подпругу, снова засовываем сюда, верхнюю дырочку, подтягиваем наверх, раз, застегнули, есть. Точно так же следующее. Ни в коем случае не ставьте сразу там на 8-ю дырочку, 3-ю, 10-ю и так далее, потому что это будет больно для коня, вот этот резкий, да, подъем, резкий рывок. Вы можете защемить ему кожу, вот, ну и само давление не очень приятное, поэтому мы аккуратненько затягиваем одну дырочку с одной стороны, с другой стороны. Снова возвращаемся сюда, да, нам надо еще затянуть подпругу, потому что мы видим, у меня сюда рука свободно влазит, и седло может съехать, если туда сядет всадник. Снова подтягиваем наверх. Если вы чувствуете, что вам не хватает силы, да, чтобы подтянуть подпругу, а она все еще слабая, да, или если у вас седло универсальное или конкурное, и у вас приструги, они находятся вот здесь, и вам сложно, да, подтянуть вверх, вы вот так вот не подтянете. Вам надо встать в такую стойку. Одна нога спереди, другая сзади. Чуть-чуть присесть, чтобы у вас был как бы упор на землю. И снизу вверх подтягиваем подпругу. Здесь чуть сложнее, потому что, опять-таки, выездковая подпруга. Но здесь я могу сделать по такой же схеме. Можно второй рукой себе помочь. Раз, подтянули, поставили. Раз, подтянули, сейчас поправили, подтянули, хоп, поставили. Если у вашего коня такое же прекрасное пузико, как и у моего, то нужно это учитывать, и тогда спереди мы будем застегивать на одну дырочку выше, чем здесь, да, то есть тут уже начинается живот, здесь плотно и здесь плотно, одинаково. Несмотря на то, что дырочки у нас разные, потому что здесь конь уже, здесь конь шире. Засовываем ремешочки, которые нам не нужны, скажем так, чтобы они нам не мешали. И тоже такой момент, что когда конь двигается или когда садится всадник сверху и давит на седло, у нас подпруга будет немножко отставать. И нам будет надо еще подтянуть подпругу, когда всадник сядет. Когда мы коня поседлали, очень важно выпрямить ножку, чтобы вот эти вот складочки, которые, видите, у нас тут образовались, вот, мы их выпрямили и коню ничего не натирало. Как это сделать? Берем ножку, да, и вытягиваем вперед. Видите, как разглаживаются складочки. Берем ближе к копыту, либо можно за само копыто. Ты помогатор, нет у меня еды. Да, хорошо. И точно так же другую. Да, молодец. Хорошо. Так, неаккуратно брал, все, вкусняшка улетела. Вот. Да. Ты целовательный конь. Хорошо. Молодец. Все, конь поседлан, нам остается только заняться стременами, а о стременах я расскажу в следующий раз.